HYBE в Сеуле внезапно оказалась в центре мирового внимания после того, как было объявлено о важном решении относительно Ким Тэхёна. Источники, близкие к агентству, сообщили, что это решение вызвало напряжение среди участников BTS, особенно среди Чингука, который, как сообщается, бурно отреагировал на новое направление, заданное руководством. Возле здания начали собираться тысячи армий, требуя ясности и справедливости для идола, известного своей загадочностью в группе. Корейские СМИ немедленно заполонили свои первые полосы спекуляциями, в то время как HYBE предпочли хранить молчание. Ситуация вызвала серьезный резонанс в мире развлечений, общественное мнение разделилось на поддержку политики агентства и защиту свободы Тэхёна. На фоне хаоса имя Чингука стало символом эмоционального сопротивления, которое потрясло основы HYBE изнутри. По сообщениям местных СМИ, это решение связано с сольным проектом Тэхёна, который, как говорят, полностью контролируется HYBE, что оставляет артисту мало возможностей для самостоятельного определения творческого направления. Это решение было воспринято как ограничение свободы самовыражения Тэхёна, которое давно является его отличительной чертой в мире музыки и изобразительного искусства. Чингук, известный своей эмоциональной и профессиональной близостью с Тэхёном, как сообщается, не смог скрыть своего гнева. Он покинул закрытое совещание с напряженным выражением лица, отказавшись давать комментарии СМИ. Для многих фанатов реакция Чингука отражала их беспокойство по поводу обращения агентства с участниками BTS после их службы в армии. Источник в HYBE сообщил, что изначально обсуждение планировалось как обычное стратегическое совещание. Однако, когда имя Тэхёна всплыло в контексте пересмотра рекламных направлений, атмосфера в комнате резко изменилась. Сообщается, что Чингук громко возражал, подвергая сомнению решение, принятое без прямого обсуждения с участниками. Напряжение накалилось до такой степени, что одному из исполнительных директоров пришлось успокаивать ситуацию. Некоторые сотрудники даже сообщили, что слышали хлопок двери, когда Чингук выходил из комнаты. Тем временем ARMY сразу же заметили неладное. Они заметили, что последний рекламный пост проекта Тэхёна был внезапно удален с официального сайта HYBE и заменен новой, более коммерческой версией. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Хэштеги вроде ***решетка протит Таеюнг **** и ***решетка Эбби Брякструст *** стали мировыми трендами за считанные часы. Международное сообщество ARMY посчитало, что HYBE снова ставит бизнес-интересы выше творческой целостности. Общественная реакция усилилась, когда один из бывших сотрудников продюсерской группы BTS опубликовал на личной странице загадочное предложение «Некоторые вещи невозможно продать даже такой крупной компании, как эта». Пост быстро стал вирусным и был воспринят как отсылка к внутренней ситуации в HYBE. Многие считают, что эта проблема связана не только с менеджментом, но и с тем, как BTS, всегда известные своей надежностью, справляются с давлением индустрии в новую эпоху после службы в армии. Между тем, сам Тэхён не делал официального заявления. Однако близкий друг отметил, что Тэхён выглядел тише обычного, предпочитая сосредоточиться на музыке. «Он пытается направить все эти эмоции в свою работу», — сообщил источник. Спокойное поведение Тэхёна лишь подогрело любопытство публики, поскольку обычно он общается с фанатами через свою личную платформу, чтобы разрядить обстановку. Чингук же, напротив, продемонстрировал явную перемену настроения. В коротком прямом эфире несколько дней спустя его голос был глубоким, хотя он не называл имен, его слова были полны смысла. «Иногда приходится что-то защищать, даже когда мир этого не понимает», — сказал он. Видеоклип мгновенно стал вирусным и привлек внимание международных СМИ. Многие посчитали это заявление завуалированным жестом поддержки Тэхёна. В итоге HYBE опубликовали краткое заявление, в котором заявили, что все решения, касающиеся артистов, принимаются ради профессионального развития и долгосрочного развития карьеры. Однако это дипломатичное заявление лишь усугубило ситуацию. ARMY посчитали это объяснение слишком нормативным и пренебрежительным к уже распространенным опасениям. На крупнейшем онлайн-форуме поклонников BTS в Корее тысячи комментариев потребовали от HYBE уважать стремления участников группы, которые вывели ее на мировой уровень.
за кулисами ситуация становится все сложнее. Сообщается, что некоторые руководители разделились на два лагеря: тех, кто хочет сохранить полный контроль над продвижением Тэхёна, и тех, кто считает, что необходимо сохранить аутентичность артиста. Эта внутренняя борьба привела к задержке множества проектов, включая запланированные музыкальные релизы и запланированные глобальные коллаборации. На фоне напряженности Чингук, как сообщается, отказался присутствовать на следующей встрече в знак молчаливого протеста. Международные СМИ начали освещать эту динамику как символ смены власти между крупными агентствами и суперзвездами. The Guardian написала, что произошедшее с HYBE и BTS отражает более широкий кризис в корейской индустрии развлечений, в котором артисты все больше осознают свою собственную ценность и голос. Чингук и Тэхён с их огромным мировым влиянием являются яркими примерами нового поколения айдолов, которые отказываются быть под контролем. Между тем, некоторые аналитики отрасли считают, что HYBE столкнулась с серьезной дилеммой. С одной стороны, они хотят поддерживать структурированный и стабильный корпоративный имидж. С другой, они не могут игнорировать тот факт, что BTS больше не актив, а глобальная культурная икона. Малейшая оплошность может иметь катастрофические последствия, не только для репутации, но и для эмоциональной связи с миллионами поклонников по всему миру. В последующие дни после инцидента фасад здания HYBE был усеян букетами цветов и письмами от ARMY. Одни выражали поддержку Тэхёну, другие – Чингуку, который выступил с заявлением. «Мы не будем молчать, пока с вами обращаются несправедливо», гласило одно из посланий, спрятанных среди фиолетовых цветов. Мирный протест стал символом солидарности, потрясшим национальные СМИ. Примечательно, что поклонники со всего мира начали организовывать глобальную кампанию под названием «Пусть Тэхён творит». Компания призывала HYBE предоставить Тэхёну полную свободу писать, сочинять и создавать собственное искусство. Менее чем за 24 часа онлайн-петиция собрала более 2 миллионов подписей из 50 стран. Тэхён наконец появился в короткой трансляции, записанной в его студии. С мягким выражением лица он сказал: «Я все слышу. Я ценю вашу любовь». Других слов не было, но тишина была мощной и эмоциональной. ARMY понимали, что за этими простыми словами он несет огромное бремя. Чингук даже поставил лайк под видео, небольшой жест, вызвавший слезы радости у фандома. Тем временем, как сообщается, HYBE начала проводить масштабную внутреннюю оценку. Были проведены экстренные совещания для оценки репутационных и экономических последствий кризиса. Некоторые инвесторы даже начали оказывать давление на совет директоров, требуя принятия корректирующих мер, прежде чем ситуация нанесет ущерб стоимости акций. Однако общественность уже воспринимала HYBE как символ компании, утратившей человеческий контакт со своими артистами. Отношения Чингука и Тэхёна теперь считаются редкой формой солидарности в индустрии развлечений. Они не просто участники группы, а две творческие души, которые понимают бремя ожиданий. Многие видят в смелости Чингука выразить свои чувства, несмотря на давление, отражение его глубокого уважения к другу. Южнокорейские СМИ назвали эту динамику эмоциональным поворотным моментом для BTS. После многих лет контроля со стороны системы они постепенно утверждают свой творческий суверенитет. Поклонники называют этот момент новым пробуждением, не против компании, а против страха высказываться. HYBE начинают понимать, что волну эмоций ARMY нельзя игнорировать. В коротком интервью один из руководителей признался, что взаимодействие с артистами будет укрепляться в будущем. Хотя это заявление может показаться нормативным, публика восприняла его как небольшой знак того, что давление со стороны фанатов и самих участников группы начинает приносить плоды. Ситуация все еще развивается, но ясно одно – молчание Тэхёна и смелость Чингука изменили ход мирового обсуждения роли артистов в крупных агентствах. Они не просто поп-иконы, они люди со своим видением, чувствами и голосом, заслуживающие уважения. Сейчас весь мир, затаив дыхание, наблюдает за Сеулом. Извлечет ли HYBE урок из этой бури или потеряет доверие, которое они заслужили благодаря BTS за десятилетия? С
течением времени одно остается неизменным в глазах ARMY. Братство Чингука и Тэхёна доказывает, что за блеском и гламуром индустрии все еще есть сердце, которое осмеливается бороться за правое дело.